Дорогие друзья, очень рады, что традиция, которая была начата фондом Горчакова, продолжается. Традиция заключается в том, чтобы поддерживать многолетние, да даже с некоторыми из вас, из ваших стран, многовековые добрые связи. Сейчас, когда ситуация в мире обостряется, накаляется по известным вам причинам, о которых мы еще можем поговорить, я считаю, как никогда важно, чтобы молодежь всех континентов проявляла интерес к жизни в условиях, которые непростые. И личное общение незаменимо. Да, я знаю, что социальные сети, гаджеты, все можно узнать, не выходя из дома, но то, что вы участвуете в этой программе, то, что эта программа набирает популярность, лишнее подтверждение тому, что личное общение все равно это самая высшая человеческая ценность. И для развития личности, чтобы не замыкаться в себе и в различных технологиях современных. Поэтому я очень хочу, во-первых, поблагодарить коллег из фонда Горчакова за то, что они эту работу проводят последовательно, расширяя диапазон. Во-вторых, очень приятно, что эта работа пользуется успехом, причем не только среди наших соседей, где много друзей, много товарищей, много семейных уз, но и в странах более далеких от Российской Федерации, в том числе и из Африки, из Америки. Мы заинтересованы в том, чтобы молодежь знала правду. И мы всегда говорим, что хотим рассказывать о России объективно и формировать объективное восприятие нашей страны. Я категорически против того, чтобы мы заявляли, мы будем формировать позитивный образ России. Нет. Никто не без греха, но объективность, она сейчас как никогда нужна всем, кто задумывается о будущем человечества, задумывается о своей собственной стране, да, о своей собственной судьбе. Мы, как я понимаю, сегодня хотели обсудить работу Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, других многосторонних структур, которые в последнее время укрепляются и активно занимаются вопросами безопасности и стабильности. Мы уже не раз говорили, я уверен, что, приезжая в Россию, вы знакомились с последними выступлениями президента о том, как мы оцениваем нынешний этап развития. Это объективная оценка. Объективно, конечно же, формируется многополярный миропорядок. Статистика – это вещь суровая. Она уже не первый год показывает, что совокупный внутренний валовой продукт стран БРИКС, тем более расширившегося БРИКС, по паритету покупательной способности уже существенно опережает совокупные показатели аналогичные группы 7. Разрыв этот продолжает увеличиваться, и то, какое притяжение к БРИКСу мы наблюдали в ходе саммита в Казани, совсем недавнего, тоже о многом говорит. Экономический процесс заключается в том, что мотор развития перемещается из территории так называемого исторического Запада, который вот недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, 500 лет владычества кончаются, потому что объективные экономические процессы выводят в лидеры страны Евразии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Ближнего Востока, конечно же, и колоссальный потенциал еще не раскрыт в Африке. Мы проводили уже 2 саммита Россия-Африка, второй состоялся в прошлом году в Петербурге, затем по решению этого саммита 2 недели назад в Сочи
в центре «Сириус» ваш покорный слуга проводил первую министерскую конференцию форума партнерства Россия-Африка. И все больше и больше звучат голоса о том, что Африка хочет получать максимум от того, что даровано ей Богом, но и добавляют, и что осталось от колониальной эксплуатации. Там много еще осталось, очень много. Но по-прежнему приводили пример. Мировой рынок кофе. Стоимость этого рынка исчисляется грубо 450 миллиардов евро. В Африке остается 25. Сбор сырых бобов и отправка в какой-то такой объемной таре на переработку в развитые страны. Это очень сейчас серьезная тема. И все больше и больше стран африканских заявляют, мы хотим сами перерабатывать то, что у нас растет, то, что мы собираем, то, что мы извлекаем из недр. Мы не хотим быть сырьевым придатком. Ну и, в общем, эти процессы, они будут только укрепляться, и их надо учитывать. Это справедливость, чего требуют африканские, латиноамериканские страны, азиатские страны. И когда Запад говорит, нет, вот вы живите в нашей системе, потому что мы эту систему создали, потому что она называется глобализация, потому что доллар – это всеобщее благо, собственность неприкосновенна, презумпция невиновности существует, и над всем этим торжествует честная конкуренция, и эти времена давно канули в лету. Это были аргументы, которыми Запад вовлекал в свою систему глобализации, созданную после Второй мировой войны, Бреттон-Вудские учреждения, Всемирная торговая организация. В Международном валютном фонде уже сейчас долгие годы БРИКС, и в рамках двадцатки мы тоже эти лозунги записываем, провести справедливую реформу квоты распределения голосов. Соединенные Штаты удерживают, уже совершенно не подкрепляя это никакими экономическими и финансовыми критериями, удерживают блокирующий пакет, по-моему, там 16% голосов в Международном валютном фонде, тем самым искусственно сдерживая справедливый процесс повышения доли стран глобального юга, не просто потому, что им этого захотелось, а повышение их доли в управлении Бреттон-Вудскими институтами в соответствии с их реальным весом в мировой экономике. Вот что должно быть основой честной конкуренции, а не искусственное удержание реформ, которые подорвут твое влияние. А влияние это становится уже все более и более искусственным. Но и во Всемирной торговой организации, как только Соединенные Штаты почувствовали, что они начинают проигрывать в конкуренции, и как только они начали применять нечистоплотные методы торговых и, войн, протекционизма, тут же орган по урегулированию споров был завален исками, которые в подавляющем своем большинстве имели бы решение в пользу тех, кого американцы пытались ограничить в свободной конкуренции. Американцы взяли, заблокировали работу этого органа. Это не рынок, это диктат, это гегемония, всем это понятно. Ну и, безусловно, когда идет такой процесс, состязательный процесс за законные позиции всех стран и регионов мировой экономики, это происходит и на нашем евразийском континенте, который самый крупный, самый быстрорастущий, самый густонаселенный. И именно сюда, в Евразию, в Азиатско-Тихоокеанский регион смещаются основные процессы, которые будут определять будущее мировой экономики. И, соответственно, как только где-то появляются перспективы опережающего роста,
в соответствующих регионах возникают и проблемы безопасности. Вот НАТО создавалось для того, чтобы оборонять территорию своих членов. Обещали НАТО не расширять. Расширяли. Подписали мы специальный документ еще в 1998 году, когда мы как бы, видели расширение, но хотели максимально ограничить ущерб для себя. Подписали договоренность с НАТО, что они не будут размещать постоянные вооруженные силы на территории новых членов. Они продолжали размещать. Сейчас это все уже на наших границах, и уже НАТО заявило, что да, мы оборонительный альянс, но угроза нам сейчас исходит из Индо-Тихоокеанского региона, как они его называют, из Южно-Китайского моря, из Тайваньского пролива и вообще отовсюду, где есть Китай, и какая-то часть России ведь тоже находится там, значительная часть России. Создают мини-блоки, США, Япония, Южная Корея, привносят элементы ядерного планирования в свои военные прожекты с этими странами. Создали АУКУС, США, Австралия, Британия. Ядерная подводная лодка тоже проект, затрагивающий технологии, которые должны контролироваться Международным агентством по атомной энергии. Создают Индо-Тихоокеанскую четверку: Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея. Но и многое-многое другое, что разваливает чисто евразийские формы сотрудничества, такую, например, как десятилетиями создававшаяся вокруг АСЕАН архитектура безопасности и сотрудничества, основанная на консенсусе, на инклюзивности, на равноправии. Пытаются выдергивать отдельных членов АСЕАН и зазывать их в свои блоковые узкие форматы. Иными словами, да, и вводят туда инфраструктуру НАТО. Иными словами, НАТО заявила своими делами о том, что у нее глобальный замах, что угроза ее безопасности теперь почти повсюду. Уж в Евразии, на всем ее пространстве и вымывающих ее морях 1000%, поэтому им надо быть здесь. Все понимают, что это продекларировано для того, чтобы попытаться поставить под свой контроль процессы экономические. Параллельно развитие любого конкурента сдерживается санкциями незаконными. России, вы прекрасно понимаете, сейчас рекордсмен по санкциям, но все больше и больше санкций применяются и против других стран. Иран, Корейская Народно-Демократическая Республика, все чаще Китай оказывается предметом серьезных ограничений на передачу технологий, которые раньше осуществлялись совершенно спокойно и безболезненно. Так что идет борьба за ресурсы, а в конечном итоге идет борьба за влияние. Американцы очень давно, не помню, какая была администрация, но очень-очень давно приняли для себя решение, провозгласили его, что целью США должно быть обеспечить такое состояние мира, где не будет никого близко конкурирующего с Америкой. Вот это мы сейчас и, по сути дела, наблюдаем. Даже на украинском направлении, где долгие 10 лет после госпереворота мы предупреждали, чтобы Украину не использовали в этих играх по устранению конкурентов. А конкурента, конечно, в России они видели. Крупная держава, ядерная держава. Но, тем не менее, развязали войну, привели к власти режим, который законодательно запретил русское образование, русский язык в средствах массовой информации, в сфере культуры, в быту.
В Киеве, например, еще в дополнение к законам Верховной Рады, решениями Кличко, как мэра столицы Украины, вообще запрещено что-либо делать на русском языке. Если ты вошел в аптеку, заказал лекарство на русском, тебя могут просто отказаться обслуживать, а то и сдадут какой-нибудь специальной службе, которая языковая инспекция у них есть. И не случайно сейчас сенатор Линдси Грэм в простоте душевной, он не дипломат, он не скрывает свои помыслы, он говорит, надо нам все-таки добиться того, чтобы Россия проиграла на Украине ведь столько редкоземельных металлов, столько лития. Он это и Зеленскому говорил, когда недавно туда приезжал. Нам эти богатства нужны, мы Украине вот поможем, а взамен, в качестве расплаты, заберем у нее это все. Американские компании, кстати, там уже скупили большинство самых плодородных земель, поэтому, когда говорят про Черноморскую инициативу, надо накормить Африку, во-первых, вывозили они на 50% с лишним ни в какую не в Африку, а в Евросоюз. Американские корпорации делали на этом зерне деньги. Также хотят поступить и с остальными богатствами нашего соседа. Ну, поэтому мы сейчас выстраиваем... Да, и последнее в качестве вступительного слова. НАТО – это евроатлантическая структура. Евросоюз создавался вроде европейцами для европейцев. Но пару лет назад подписал с НАТО договоренность и целиком лег под Североатлантический альянс в том, что касается военного планирования. Обязался, что страны Евросоюза, которые не входят в НАТО, когда НАТО нужно проехать на своих танках и бронетранспортерах по дорогам Европы, члены Евросоюза, не входящие в НАТО, любезно предоставляют такую возможность. Теперь они еще им сказали, что спасибо, но дороги у вас слабые, поэтому давайте укрепляйте дороги под натовскую технику. Поэтому, по большому счету, Евросоюз – это тоже структура, сложившаяся вот в контексте евроатлантической концепции безопасности. Ну и попыткой с добрыми намерениями, конечно, была Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, когда соответствующая встреча состоялась в Хельсинки в 1975 году. Ну а потом она была преобразована уже в 90-е годы, когда Советский Союз исчез. Казалось, нам так говорили, наступил конец истории, никакой больше идеологии, кроме либеральной демократии, на земле не останется, все будут братьями, вы станете частью цивилизованной семьи народов, ну и так далее. А тогда вот превратилось это все в организацию. Но эта организация, прямо скажем, приватизирована Западом, используя различные уловки на все ключевые посты, весь период существования этой организации, за редчайшими, единичными исключениями, на все маломальски значимые посты генерального секретаря, руководителя Бюро по правам человека, руководителя структуры по национальным меньшинствам и структуры по свободе средств массовой информации назначались натовцы, либо индивидуумы, которые были полностью послушны старшим товарищам. России, например, очень трудно было пробить хотя бы одного своего представителя в Центр по предотвращению конфликтов. Как сами понимаете, это такой механизм, который на земле что-то делает. Миротворчество ОБСЕ курировалось как раз Центром по предотвращению конфликтов. Не было у нас там своих людей. Не случайно, когда мы вынуждены были начать специальную военную операцию, то миссия ОБСЕ, которая работала на Украине, сворачивала свою работу,
А мы обнаружили огромное количество фактов, подтверждающих, что целый ряд сотрудников этой миссии, несмотря на свой статус нейтральных международных чиновников, напрямую получал информацию незаконными способами и предоставил эту информацию киевскому режиму, который продолжал бомбить мирные районы Донбасса, не пожелавшего признать антиконституционный госпереворот. И потом, когда были заключены Минские договоренности, ОБСЕ продолжала, по сути дела, помогать их саботировать. Вот, а когда Германия, Франция заявили в прошлом году, что мы не собирались выполнять Минские договоренности, мы хотели выиграть время для Украины. Но всем стало понятно, что недоговороспособность наших западных коллег, она никуда не исчезла. Вот, поэтому мы сейчас ведем речь о создании такого материального фундамента в Евразии. Есть уже соглашение между Евразийским экономическим союзом, Шанхайской организацией сотрудничества, АСЕАН. Мы приглашаем к диалогу и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива и любую другую структуру, которая на евроазиатском континенте существует, чтобы вместе вырабатывать новые, оптимальные, эффективные логистические маршруты, вырабатывать расчетные, платежные платформы, цепочки, которые не будут зависеть от тех, кто в свое время рекламировал доллар как общечеловеческое достояние, а когда стало нужно, превратил доллар в оружие. И даже вот Дональд Трамп в одной из своих предвыборных речей достаточно так горячо говорил о том, что демократическая администрация убивает могущество Америки, потому что полностью подрывает доверие к доллару, который в зависимости от каприза той или иной администрации обращается то против одной страны, то против другой, то против целых регионов. Вот. И мы исходим из того, что связи между этими структурами, они будут формировать и уже формируют то, что мы называем условно большое евразийское партнерство. Экономика, финансы, логистика, вот маршрут, международный транспортный коридор север-юг, позволяющий из Балтийского моря привезти без каких-либо перегрузок и препятствий товары в Персидский залив и в Индийский океан. Договоренность об установлении таких устойчивых маршрутов между индийскими портами и Владивостоком. Северный морской путь, к которому сейчас огромный интерес, в том числе не только со стороны арктических стран, но и со стороны наших стратегических партнеров, и Китай, и Индия активно подключаются к этим проектам. Это создаст новую конфигурацию международной транспортной сети, будут последствия в общемировом масштабе, здесь нет сомнений, потому что речь идет об огромных суммах в виде существенной экономии средств на организацию глобальной торговли. Ну и учитывая, что НАТО и США, и с НАТО и без НАТО активно продвигают свои интересы в этот регион, которые опираются исключительно на стремление жить за счет других по-прежнему и никого не выпускать в свободное плавание, и пытаются здесь создать такие блоковые структуры безопасности. А в этой связи президент Путин, выступая в нашем министерстве 14 июня этого года, сформулировал, среди прочего, и идею формирования архитектуры евразийской безопасности, не евроатлантической, потому что все модели евроатлантической безопасности в конечном итоге становятся подмятыми под себя Вашингтоном, а именно евразийскую, подчеркнув, что мы видим эту архитектуру как открытую для всех стран
и всех объединений континента. Всего континента, включая его западную часть. И вот уже второй год подряд наши белорусские друзья проводят конференцию, международную конференцию по евразийской безопасности, в которой участвуют и страны, входящие в западную орбиту влияния. Например, участвовал представитель Венгрии, участвовал представитель Словакии, Сербии, хотя Сербия не входит ни в Евросоюз, ни в НАТО и отстаивает свой суверенитет. Поэтому мы хотим ненавязчиво, с привлечением и официальных лиц, министров, их заместителей, и руководителей соответствующих агентств, и с привлечением академических кругов, экспертов, ученых, выработать рекомендации о том, как такая вот архитектура безопасности, повторю, открытая для всех стран континента, может быть сформирована. Эта работа будет продолжаться. Поставили мы цель выработать евразийскую хартию многообразия и многополярности.